24 февраля 2022 года я проснулся с утра, увидел, что началась война, и я подумал, я должен хотя бы что-то сделать. Я сел, написал посты во все соцсети о том, что против войны. В обед этого же дня подписал письмо комиков против войны. Вечером сходил на митинг против войны. Просто перчатку бесконечности, собрал из всех возможных проблем. И через пару дней мне позвонили с немецкого телевидения. И они говорят, мы хотим сделать интервью с комиком, который выступил против войны. Я приехал, мы сняли интервью, уже собираюсь уходить, и они говорят, а давай мы еще снимем, как ты гуляешь по Москве. Я говорю, зачем? Мне говорят, нам для монтажа нужна пара кадров, как ты гуляешь по каким-то своим любимым местам, смотришь на них и как будто прощаешься. Я говорю, но я не прощаюсь. И они говорят, прощаешься. Мы из Германии, мы такие вещи чувствуем. Так что я им не поверил, поехал дальше выступать по разным городам России, говорить про то, что я против войны. И на концерте в Вологде мне на сцену принесли похоронный венок. И проблема в том, что у меня в стендапе всегда было много шуток про смерть. И я поэтому не сразу понял, что это какой-то акт агрессии. Потому что я стою, выступаю как профессионал, я одновременно рассказываю шутки, краем глаза вижу, что два каких-то типа несут на сцену похоронный венок. Еще я успеваю подумать, мне несут мерч. Но потом они поставили похоронный венок на сцену, толкнули речь про то, что я предаю пацанов, которые проливают кровь, и я понял, что это за люди, и они ушли. И, видимо, планировалось, что это будет такая анонимная акция устрашения. Но дело в том, что Вологда — это не очень большой город. Поэтому, когда они ушли, типа ползала сказали, это были Серега и Стас. Потом еще после концерта подошел чувак и говорит, слушай, если что, это 100 пудов футбольные фанаты, мой друг играет в «Динамо» Вологда, он поможет их вычислить. Я говорю, а как футболист может знать всех фанатов? Он говорит, Денис, футболистов 11, фанатов 11, они знакомы. И когда моя жена про это узнала, она не выдержала, она говорит, я больше не могу. Я не могу жить в стране, где тебя просто за твое мнение могут швырнуть в тюрьму. Я говорю, хорошо, мы переезжаем в Турцию. В страну, где не могут швырнуть в тюрьму за мнение. И мы, конечно, все понимали, мы сразу планировали, что это не наша финальная точка назначения. Я даже решил, что я не буду учить турецкий язык. Я просто запомню пару фраз, которые все используют, просто так на этом протяну. И в первый день в Турции я себе заказал доставку продуктов, и пока курьер поднимался на лифте, я из вежливости загуглил, как будет по-турецки «спасибо». Он мне дает пакет, я говорю «teşekkür ederim». Он говорит «afiyet olsun». Я такой «опа». Начал учить турецкий. На следующий день утром я еду в метро в Стамбуле, уступаю какой-то пожилой женщине место, она садится и говорит «teşekkür ederim». Я говорю «afiyet olsun». И дальше во всех ситуациях, когда меня турки за что-то благодарят, я всем говорю «afiyet olsun». И несколько месяцев спустя я сижу в Стамбуле в кофейне, пью кофе, и вижу, что у меня на столике лежит стопка салфеток, и на салфетках латиницей написано «afiyet olsun», и внизу по-русски написано «приятного аппетита». И я понимаю, что я уже 7 месяцев вообще в разных ситуациях людям желаю приятного аппетита. И я понимаю, почему местные турки на районе меня так любят. Всегда мне улыбаются при встрече. Это этот дурачок из России. Походу на лечение приехал. Вообще Турция — это, возможно, одно из последних мест на земле, где люди реально любят русских, прям реально любят. Если где-то в Стамбуле, в баре ты говоришь по-русски, к тебе могут подойти и сказать, «Эй, Турция и Россия вместе против НАТО».
Так вы же в НАТО. Я не думаю, что это так. Нет, чувак, я гуглил, вы в НАТО типа с 73-го года. Да мы их просто отвлекаем. И все нормально. Вообще, я, конечно, долго сомневался, что правильно уехал, и что правильно уехал именно в Турцию, но потом началась мобилизация, я такой, блин, все правильно сделал. Денис из прошлого, молодец. Потому что я не злорадствую, я переживал за всех, кому пришлось уезжать позже, я вступил во все чаты про пересечение границ. Я уехал весной, но осенью сидел во всех чатах, сравнивал. Казахский чат самый лайтовый, грузинский чат — это «Игра престолов». Среди чатов это самая жесть. Я оттуда узнал, что в Грузии был закон, по которому грузинскую границу нельзя пересекать пешком. Обязательно нужно какое-то транспортное средство, но в законе не указывается, какое именно. Поэтому прямо в тот же день, когда объявили мобилизацию, на границе появились спекулянты, которые людям стали продавать скейтборды. Я подумал, блин, это же само по себе очень грустно. Уезжать из любимой страны. Потому что твой президент сошел с ума, но гораздо грустнее уезжать из любимой страны, блядь, на скейтборде. Просто думать о том, что у тебя, возможно, последние 2-3 года в жизни получились нормальные. У тебя стало получаться на работе, появились деньги, ты купил MacBook. И вот со всем этим и с своими мыслями ты едешь по горной дороге на скейтборде. Я имею в виду, это унижает наше поколение мигрантов, потому что у мигрантов 100 лет назад был пароход. У них был философский пароход, это клево звучит. У нашего поколения философский скейтборд. Я уверен, в Тбилиси уже есть какой-то человек, который пишет первые мигрантские мемуары. И они начинаются со слова «йоу», потому что человек на скейтборде уехал. Насколько это грустно. Вообще, это, конечно, ужасно, но в этом есть одна хорошая вещь, одно хорошее наблюдение. Мобилизация показывает, что у Путина реально идут херово дела на войне, раз ему на войне понадобились мои друзья. Абсолютно нахер никчемные люди вдруг понадобились там. Но я имею в виду, сформируют они батальон из ведущих подкастов. В лучшем случае они потом очень смешно расскажут, почему именно они проебали. Вот чего мы добьемся. Не знаю, следил за кучей людей, которые уезжали, следил за другом, который очень долго вывозил своего кота из России. Он каждый день постил сторис, как он его возит по клиникам, чипирует, прививает. И они наконец-то выбрали, сейчас они живут в Амстердаме. И он дальше постит своего кота из Амстердама. И я теперь ненавижу этого кота. Потому что у него на всех фотках такое же лицо, как и до отъезда. Он как будто не ценит то, что произошло. Такое лицо бывает только у котов и у айтишников, знаете? Типа, ну да. Просто взял и переехал в Евросоюз. Что такого? Пошел нахер. Тупой кот. Просто мне оказалось довольно сложно попасть в Евросоюз. Оказалось, что ветеринарный паспорт гораздо лучше, чем русский сейчас, поэтому... Оказалось сложно попасть, но я все-таки выступал по Европе, узнал кучу нового. Узнал, что в Польше до сих пор запрещены аборты. Это так странно, что в европейской стране в 23-м году запрещены аборты. Наверное, это для меня дико, потому что из страны, в которой родился Путин. Я, конечно, за аборты. Конечно. Я в этом плане максимально либеральный человек. Я считаю, что всем можно делать аборты на любом сроке. В 4-м президентском сроке можно делать аборт. Я мечтаю, чтобы абортировали Путина. Знаете, чтобы он выступал однажды где-то под открытым небом, и в небе появились гигантские щипцы. Достали Путина из России. В Польше вообще не поняли эту шутку. Такие, какой процесс ты описываешь, мы не понимаем.
Не знаю, мне обидно, что Россия у всех ассоциируется с Путиным. Это так обидно. Это давно было так в любой стране мира. Садишься в такси, и таксист такой, where are you from? Ты такой, Russia. Он такой, о, Russia, Путин. Very good. Strong man. И ты едешь молча, потому что тебе нужно попасть в финальную точку назначения, но про себя ты думаешь, иди нахуй. Нравится Путин, забирайте. Я имею в виду, он походу нравится только таксистам. Забирайте его, сделайте президентом таксистов. Сделайте государство таксистов где-нибудь в пустыне, живите отдельно, пожалуйста. Сделайте эту бензиновую гей-утопию. Живите, пожалуйста. Мне кажется, фильм «Безумный Макс. Дорога ярости» про таксистов, которые выбрали Путина президентом. Я понимаю, что я на этом слишком фиксируюсь. Я понимаю это прекрасно. Я сам знаю, что это уже какая-то нездоровая нелюбовь. Я уже сейчас верю в любой херне в интернете, которая против Путина. Я, например, верю в эту статью про то, что Путин принимает ванны из крови моралов. И мне нравится в нее верить, потому что это показывает, что он просто, у него нет никакой логики. Он просто отбитый кинозлодей. Это просто, блядь, Джафар из Аладдина. Это вот этот уровень. Я однажды рассказал об этом другу. У меня друг вообще не из комедии, очень прагматичный чувак. Я ему говорю, мне кажется, Путин принимает ванны из крови моралов. Он говорит, Денис, это вообще бред. Гораздо экономичнее обтираться губкой из крови моралов. Я говорю, вы оба отбитые нахуй, я с вами обоими не хочу общаться. Вообще дошло до того, что я стал верить профессору Соловью. Вот. И я все понимаю, мы с друзьями до войны угорали все с профессора Соловья, когда он выпускал видосы про то, что в России революция через 2 недели, мы такие, о, старую херню понес опять. Но началась война, и он стал выпускать видосы про то, что у Путина рак, ему осталось полчаса. Ты смотришь этот видос и думаешь, не, ну не зря же он профессор, да? Он... Мне просто обидно, что у меня как будто больше нет дома, потому что я приезжаю в любую страну новую и на нее смотрю как на потенциальный дом. Я был недавно в Черногории, и местные чуваки мне после концерта говорят, как тебе вообще Черногория? А у меня проблема, мне тяжело делиться мыслями своими. У меня обычно очень долгий внутренний монолог, и потом я просто какой-то финальный вывод говорю. И они такие, как тебе Черногория? И я про себя думаю, кайфовая страна, здесь очень красиво, но это очень маленькая страна. Наверное, здесь очень скучно жить. Наверное, лучше бы было сделать карьеру в Европе или в Америке, но потом можно выйти на пенсию, вернуться в Черногорию и провести последние годы жизни здесь, в Черногории. Это то, что я подумал. Что я сказал вслух было, я хочу умереть в Черногории. Думаю, что больше никогда не позовут в Черногорию. Но при этом, мне кажется, что я и не готов в Европе жить. Потому что я на Рождество оказался в Берлине, и в той квартире, где я был, я не знаю, это традиция или нет, но рождественское утро каждому под дверь положили маленького шоколадного Санта-Клауса. И я иду утром вверх по лестнице и вижу, как люди находят этих Санта-Клаусов, открывают их, едят, радуются. Я нахожу под своей дверью Санта-Клауса, и я не могу его взять. В голове звучит голос моей бабушки. Она говорит, не трогай, тебя хотят сглазить. Я пытаюсь спорить с бабушкой внутри своей головы. Я говорю, бабушка, это вообще не то же самое. Сейчас другое время, я не в Курской области, я сейчас в Берлине. В Берлине! Это очень сложный разговор. Обидно, что так много людей, хороших людей из России сейчас стесняются того, что они из России. Я прошлым летом был в Тбилиси, познакомился с чуваком, который под Тбилиси ходит в футболке сборной Швеции по футболу. И мы с ним познакомились, я говорю, почему именно сборная Швеции? Он говорит, я приехал в Тбилиси в марте и хотел себе купить футболку сборной Украины. Но их сразу все раскупили. И я решил купить хотя бы что-то желто-синее. И он теперь ходит по Тбилиси в синей футболке с огромными желтыми буквами «Швеция» на груди. Ходит в ней на антивоенные митинги, стоит, что кричит против Путина. Мне интересно, как другие люди на митинге на это реагируют. Типа... Что, Путин на Швецию еще напал?
Алло, ма, Икея точно не вернется. Тут вообще пиздец. Еще я в Тбилиси столкнулся с самой легкой в мире русофобией, самой легкой. Я однажды утром зашел в кофейню, говорю, здрасте, будьте добры, капучино. И бариста, молодой грузин, говорит, in English, please. Я говорю, окей, капучино? И про себя думаю, ебать, я, конечно, человек мира, да? Вообще нигде не пропаду. И тут вспоминаю, что я вообще-то хотел заказать сырники. И я начинаю жестко тупить. Я такой, and cheese. И он говорит, вы хотите сырники? Я говорю, yes, please. Так моя тупость победила русофобию. Мне сильно не нравилось жить в Турции, вообще не нравилось, постоянно был подавлен. И всего была одна вещь, которая мне помогала жить в Турции, поднимала мое настроение, это иммигрантские чаты. Это просто золото оказалось. Потому что когда я улетал из России, я думал, что я улетаю с лучшими людьми страны. Я прилетел в Стамбул, вступил в местные чаты в Телеграме. И, конечно, там есть вменяемые люди, которые ищут, как открыть счет в банке. Но в основном спрашивают, а вы не знаете, в Турции бывает кефир? Ты думаешь, вау, ты с таким уровнем развития уехал из России? Сам? Сам нашел билеты на авиасейлс? Молодец, молодец. Не знаю, я из этих чатов прям сильно теряю веру в людей. Оказалось, что у многих людей в Турции, из России, которые приехали, одна общая проблема. У многих при выезде из России отобрали секс-игрушки. Представляете, у многих просвечивали чемодан, если находили секс-игрушки, то отбирали. Это так странно. Моя теория в том, что в России просто не производятся свои секс-игрушки. И они переживают, что из России увезут все секс-игрушки. Не останется ни одной секс-игрушки внутри границ России. И тогда все, что ты сможешь засунуть себе в жопу, это свое мнение. Поэтому они берегают. Мы с моей женой вывезли наши секс-игрушки, но мы просто придумали лайфхак. Мы накануне вылета собирали чемодан и в один пакет положили все секс-игрушки и все игрушки наших собак. В итоге утром в Шереметьево пограничник такой... Показалось, пропуская их... Мы, правда, еще ни разу не открывали этот пакет. Боимся что-то перепутать, поэтому он просто лежит... Интересно, что когда я решил, что я уезжаю, я долгое время не чувствовал, у меня не было никаких эмоций. До момента, когда я выставил на продажу свой PlayStation. В этот момент, да, я понимаю. Просто когда продаешь PlayStation, тебе нужно его сбросить до заводских настроек. Он пару часов стирается, потом перезагружается, и начинает играть очень грустная электронная музыка. И в эту секунду я такой... Блядь. Потому что это некрасиво со стороны PlayStation в такое время играть эту музыку. Он как будто тебя отговаривает продавать его. Это как будто ты везешь ребенка в детдом, и он в какой-то момент начинает петь. Понимаете, это... Мне пару дней было прям сильно тяжело, но потом я нашел покупателя, мы встретились в метро, я ему отдал приставку, он отдал деньги и говорит, а что ты ее вообще продаешь, они же сейчас так подорожали. Я говорю, мне нужно быстро уехать из России. Он говорит, а что случилось? И у меня как будто камень с души упал. Я такой, все, теперь можно ехать. Это как будто ты бросаешь девушку, переживаешь, что делаешь ей больно, но она говорит, ничего, ты мне еще позвонишь. До свидания, вообще никаких проблем. Я сейчас в эмиграции на всем экономлю на всякий случай, просто чтобы было больше денег на потом. Я сейчас даже отписываюсь от платных приложений в телефоне, чтобы сэкономить. И это интересно, какой я выбор делаю каждый раз, потому что сейчас самое сложное, самое напряженное время в моей жизни. И именно в это время мое платное приложение для медитации первое нахуй пошло.
Я смотрю, и типа такой, так, вот это ровное дыхание, самооценка, это что-то на богатом. Давайте, до свидания. И в итоге получилось, что я сейчас вообще не знаю, как бороться со стрессом, потому что я еще до войны перестал ходить к своему старому психотерапевту, потому что в том бизнес-центре, где она принимает, они наняли нового охранника, который сводит в ноль весь эффект от психотерапии каждый раз. Я спускаюсь после последнего сеанса, иду к выходу, и он мне вслед говорит: а здороваться ты собираешься? Я говорю: нет. Он говорит: ну, значит, тебя плохо мать воспитывала. Мы это только что час обсуждали, мы, блядь, можем... Не знаю, как бороться со стрессом, я думал начать принимать наркотики, а потом подумал, что мне поздновато врываться в эту игру, потому что мне больше 30, и всем моим друзьям больше 30, нам поздно начинать. Потому что я однажды предложил, типа, давайте на выходных всей компанией чем-нибудь упоримся, и начались разговоры 30-летних. И такие: так, если упарываться, надо в пятницу начинать. А я не могу, у меня в субботу утром массаж. Я слушаю, думаю, бля, они сейчас чат в WhatsApp создадут. Надо убираться отсюда. Плюс я не могу принимать наркотики из-за религии, потому что из очень православной семьи, и для нас, православных, наркотики — это дорого, понимаете? Поэтому... Еще сейчас часто думаю о том, что русские еще очень долго будут злодеями в голливудском кино. Хорошо, что русские это не увидят, правильно? Но я просто реально знаю нескольких людей, которых обижает, серьезно обижает, когда русских делают злодеями в фильмах. Меня это не парит, меня всегда обижает, когда очень мало внимания деталям уделяется, когда придумывают русских злодеев. Ты смотришь американский боевик, и там героя отправляют в Россию, ему говорят: ты летишь в регион, который называется Чечня. Это на востоке Сибири. Потому что реально вы 2 года писали сценарий и не могли погуглить Чечню. Погуглите Чечню, вы придумаете прикольных злодеев. В России эта шутка ни разу не работала. Так странно. Я не знаю, нам надо как-то объяснить, кто мы такие американским этим сценаристам, потому что они про нас ничего не знают, потому что единственный супергерой из России в Голливуде — это Наташа Романов в «Мстителях». Романов, хотя любой человек из Восточной Европы знает, что правильно Романова, но Наташа Романов появляется в 7 фильмах Марвел, ей в лицо говорят: Наташа Романов, и она не протестует, потому что она русская. Хотя надо что-то делать, нам надо объяснять, что мы в Восточной Европе разные народы, мы не одно и то же, потому что меня очень сильно раздражает сериал «Друзья» тем, что в 1 сезоне Фиби находит себе парня, ученого, и он через 2 серии уезжает жить в Россию, в Минск. Я определил белорусский столик. И ты смотришь это и думаешь: окей, у них не было нормального интернета, они не могли погуглить, потом исправить ошибку. В предпоследнем сезоне «Друзей» появляется тот же персонаж и говорит: я по-прежнему живу в России, в Минске. Потому что вам кто сценарий пишет? Путин? Почему вы так хотите? Но самое глупое, что в этом плане слышал, это последний фильм про Джеймса Бонда. Там русский злодей, которого зовут Люцифер Сафин. В самом фильме мало этому внимания уделяется, но я об этом думал в кинотеатре до конца фильма. И, если честно, уже 2 года каждый день об этом думаю. Не могу успокоиться. Люцифер Сафин. Люцифер, хер с ним с Люцифером. Сафин, давайте об этом поговорим. Это, получается, первый в истории Голливуда суперзлодей татарин. Я правильно понимаю? Я не могу в это поверить, потому что я много раз был в Татарстане. Это потрясающе клевые, гостеприимные люди. Не могу поверить. Я не могу поверить, что в Татарстане нашлась семья, которая, допустим, родила 3 сыновей, типа Марат, Ренат, Люцифер.
Какие у тебя шансы не стать суперзлодеем, если ты растешь в Нижнекамске с именем Люцифер? Конечно, ты захочешь убивать. Я долго думал, что, может быть, слишком рано уехал из России и не попытался найти нужные слова для той части общества. Потому что я однажды видел пример того, как можно найти нужные слова. Я несколько лет назад в Москве был на концерте Эдди Иззарда. Это британский стендап-комик, трансперсона, выступает всегда в женской одежде. И в Москве на него примерно 4000 человек пришло, поровну мужчин и женщин. Естественно, женщины абсолютно нормально восприняли мужчину в женской одежде. Мужчины восприняли плохо. Я прямо слышал в темноте эти типа шепоты, типа «Какого хуя, Оксана, мы на что пришли вообще?» Но Эдди Иззард сделал потрясающую вещь. Он вышел на сцену в черном брючном костюме, на огромных платформах, с черными ногтями, в макияже, дождался, пока стихнет музыка, и сказал: «Привет, Москва! Я считаю, что Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над нацизмом». Я никогда не видел, чтобы 2000 человек одновременно приняли трансперсон. Это было просто невероятно. Прикольно, что года 1,5-2 назад мне казалось, что дальше жизнь будет лучше. Представляете? Просто примерно в то время я попал в статью «Медузы», которая называлась «20 лучших комиков России». И мне казалось, что это хорошо. Мне казалось, что дальше карьера попрет в гору. Но мне хватило ума пролистать вверх, прочитать подводку к этой статье. И там написано: «Государство нашло себе нового врага. Стендап-комиков. И вот 20 комиков, которых мы рекомендуем». Нахер вы это пишете? Давайте тогда пойдем до конца. Напишите 19 место, Денис Чужой, метро Домодедовская, чтобы вообще удобно было. Просто как раз это было то время, когда на выступления комиков в Москве стали ходить сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, снимать наши выступления на видео, чтобы кого-то притянуть по статье. И первое время оно было очень страшно. Но потом еще к этому добавилась гордость, потому что мы за то время показали эшникам все клевые места в Москве. Лучшие бары, концертные площадки. Мы сводили эшников в театр. Я однажды выступал в культурном пространстве, знаете, такое хипстерское место, там гирлянды, книжки, своя кофейня. Я выступаю для людей с разноцветными волосами и представляю, что среди них сидит эшник с большой желтой чашкой капучино, смотрит на этих красивых людей и думает: какой хуйней я в жизни занимаюсь. Завтра куплю укулеле. Потом лично у меня начались проблемы, потому что я выложил концерт на YouTube, и почти сразу в моем родном городе меня стала искать полиция. И я решил не затягивать, сразу нашел себе адвоката. И я взял того же адвоката, который защищал и Драка. Тоже решил ни хера не добиться. Такой план был. И это очень дорогой адвокат, он берет $300 в час. И мой концерт на Ютубе идет примерно час. Поэтому я приехал к нему в офис, заплатил $300, мы сели и на ноутбуке посмотрели мой концерт. Вот что произошло. Просто заплатил человеку, чтобы он побыл моим корешем. Знаете, сели, посмотрели приколы в интернете. Я еще понял, что у меня очень низкая самооценка, потому что в какой-то момент адвокат начал смеяться. Он слышит, как я в ноутбуке говорю шутку и смеется. Шутка, смех, шутка, смех. Я сижу чуть-чуть сзади своего адвоката, и я такой: «Yeah! Значит, я хороший комик!» И только потом я думаю: блин, так если над твоими шутками смеется адвокат, не факт, что это хорошо. Может, он представляет себе свой гонорар в эту секунду. Ну, это Мальдивы, Это только 6-я минута концерта. Вау! И полиция в моем родном городе мной так заинтересовалась, что они отправили 2 следователей в Москву поговорить со мной. У меня был настоящий допрос с полицией. Это очень неприятная херня. Но мне помогло то, что я стендап-комик, и мои друзья тоже в основном стендап-комики. Потому что я сижу на допросе, отвечаю на что-то, и вижу, что у меня в Телеграм приходит сообщение от моего друга-комика. Он пишет: «Хочешь встретиться в центре и пописать шутки?»
Я беру телефон, пишу, я не могу, я на допросе. И он пишет, и все. Потому что и так все понимают. И часа 2 спустя я еду домой в метро после допроса, у меня трясутся руки от нервов, и опять пишет тот же друг. Он пишет, тебя будут уважать на зоне. Я думаю, я даже не хочу об этом разговаривать. Убираю телефон в куртку, еду пару станций, и во мне тоже просыпается комик. Я такой, ладно, расскажи, почему меня будут уважать на зоне? Он пишет, представь, что в тюрьму посадят тебя и Павла Волю. Я такой, ладно, частично нравится твоя фантазия. Он пишет, просто подумай, кого первого отпетушат. Человека с погонялом «Чужой» или человека с погонялом «Снежок». Я такой, ну да. Вообще, когда началась история с Идраком, я еще тогда запереживал, сразу написал знакомым русским, которые живут в Америке, типа, как, если что, к вам переехать? И они написали, ну ты стендап-комик, наверное, тебе проще всего получить политическое убежище. Я пишу, а как это делается? Они пишут, тебе нужно в России кому-то заплатить денег, чтобы тебе дали пизды, якобы за твои шутки. Я пишу, вы вообще не понимаете Россию, да? Представляете, я приеду в свой родной город, соберу своих друзей, скажу им, парни, мне нужно дать пизды, я вам заплачу. Они скажут, Денис, ну какие деньги? О чем ты? Но я какое-то время прям серьезно думал о том, что я буду переезжать в Америку. Нашел себе преподавателя английского, настоящего американца. Мы занимались английским по скайпу. И я прямо сильно подтянул язык, но в какой-то момент я испугался, что я все равно не буду комиком в Америке. Потому что в стендапе нужно много говорить про свое детство. А у меня капец какое российское детство. Не факт, что люди в Америке хоть что-то из этого поймут. И я на всякий случай решил проверять материал на преподавателя. Мы занимаемся грамматикой, но если есть какая-то пауза в разговоре, я пытаюсь втиснуть историю из детства. Типа, when I was little, my parents sent me to the country to see my grandmother and grandfather. And they had a pig. They called him Борька. Boris. Oh, Boris, like Yeltsin? No, but yes. And one day, my grandfather took Borka out to the street, and he took a big knife, and he stabbed Borka in the heart. And Borka screamed, and he fell on the ground. There was a lot of blood, and I'm little, I'm watching this. And my grandfather takes the flamethrower, and he puts fire on Borka. And then my grandmother gives me Borka's ear. И прямо такой... So, present perfect, right? И мне так понравилась его реакция. Мне так понравилось ему рассказывать всякую жесть про Россию. Я прямо подсел на это. Иногда моя жена проходит мимо и такая, ты уже 2 часа сидишь на медиазоне. Я такой, я готовлюсь к уроку. Я подумал, что я это делаю, потому что от американцев до сих пор можно добиться каких-то эмоций. Они не привыкли к такому уровню жести, это до сих пор их удивляет. Россиян это давно не удивляет. Я иногда звоню семье и говорю, пытаюсь их впечатлить. Говорю, представляете, в Москве, в районе зеленой ветки метро нашли радиоактивные отходы. Они говорят, ого. Там, наверное, квартиры подешевели. Я такой... Вообще не та реакция, которую я добивался. В общем, у меня довольно давно были мысли о том, что надо уезжать, но мне было неловко за это, потому что это как-то не патриотичные мысли. Я пытался в себе разобраться, где мой настоящий патриотизм, патриотизм, который тебе навязали, потому что там же его навязывают. Я когда учился в Курске, в институте, нам говорили, вы должны гордиться Курском, потому что в Курске жил великий русский писатель Даниил Хармс.
А это мой любимый писатель. Я знаю, что такой человек не стал бы жить в Курске. Поэтому я однажды пришел домой, скачал дневник Хармса в интернете, через Ctrl-F нашел слово «Курск», и там примерно такая запись. «Как же я, блядь, ненавижу Курск». Оказалось, что Хармс год был в ссылке в Курске. Мы этим гордились. Моя жена какое-то время назад работала в IT, и у нее был вариант переехать в Польшу работать. Мы какое-то время прям рассматривали этот вариант, что мы уедем просто жить в Польшу. Даже сказали нашей семье об этом. Очень зря. Я впервые услышал, как человек говорит, подстилка Госдепа не иронично. И это была моя мать. Это так неприятно. Я несколько месяцев ходил обиженный на нее, а потом к ней приехал и говорю, мне до сих пор обидно, что ты в меня не поверил. Думаешь, у меня бы не получилось в другой стране? Думаешь, я бы не стал стендап-комиком в Польше? Конечно, стал бы, слушай. Kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice wysłali mnie do babci i dziadka. Вони mieli свиньи. Борька. Борис. И мама говорит, останови свой потрясающий монолог на чистом польском. Я просто испугалась. Испугалась, что ты уедешь, оставишь меня одну. И это реально большой страх для меня, потому что моя мама не становится моложе. Однажды она, знаете, как-то неловко повернулась, у нее соскользнула рука, и она проголосовала за поправки в Конституцию. Понимаете, это... Нельзя оставлять пожилых людей. Так что долгое время себя отговаривал от переезда. Я готовился к мысли, что я всегда буду жить в России, в Москве, в одном и том же доме, в одном и том же подъезде. Каждый день буду видеть одного и того же лебедя из покрышек. Лебедь из покрышек будет смотреть на меня, потому что лебеди находят пару на всю жизнь. Мы всегда будем вместе. Я думал, что у меня всегда будет одна и та же старшая по подъезду. Меня сильно пугало, потому что она была очень странная. Мы жили на первом этаже, она постоянно к нам звонила с какой-то херней. Типа открываешь, она такая, у вас что, дома компьютер? Я такой, ну да, мы зажиточная семья, у нас компьютер. Она говорит, ну вы хотя бы шторы тогда закрывайте, а то по району ходят азиаты. Я говорю, азиаты? Вы не будете уточнять, какую конкретно нацию вы ненавидите? Просто азиаты. Наверное, банда якут заходят, воруют компьютеры на окраине Москвы. Вообще, мне очень страшно, особенно в эмиграции, что я не придумаю, как разбогатеть, что у меня больше не будет такого шанса разбогатеть. Очень боюсь этого. Я боюсь, что я скоро начну верить в денежную магию, как старшее поколение. Моя мама верит в денежную магию, но она не глупый человек, потому что она верит в несколько школ магии сразу. Я когда был дома в последний раз, у нее дома стояла эта фигурка, знаете, лягушка на куче монеток, которая притягивает деньги в дом по фэншую, но напротив стоит икона Николая Угодника. Мама вложилась в 2 компании, она 100 пудов будет в плюсе. И лягушка, и Николай Угодник стоят под углом друг к другу, и они друг друга видят. И они явно оба в ахуе вообще от этой ситуации. Типа, что это за кроссовер? Мы из разных вселенных, я не понимаю. Еще у моей мамы есть лайфхак просто не тратить деньги. Она до сих пор в ярости от того, что появились сервисы доставки продуктов. Она мне звонит даже в иммиграцию такая, то есть вы заказываете продукты домой? Я говорю, да. То есть вы платите какому-то человеку, чтобы он за вас ходил в магазин? Я говорю, да. Я вам давно говорила, вам надо завести ребенка. У вас будет бесплатный человек, чтобы ходить в магазин. Я говорю, вот в чем секрет моего рождения, я правильно понял. Я очень боюсь стать человеком, который только про деньги думает, который на этом повернут. Почему-то часто на всяких тусовках бывает такой человек, который специально громко, чтобы все слышали, говорит, я не читаю художественную литературу, читаю только нон-фикшн, потому что только нон-фикшн помогает больше зарабатывать. Я всегда слышу такого человека и молча про себя думаю, тогда иди нахуй.
Мы с тобой не подружимся, я тебе сэкономлю много времени, ты прочитаешь книги про нетворкинг. Тебя повысят в KFC. Вот что произойдет. Я, конечно, не против саморазвития, конечно, нет. Мне просто кажется, что нон-фикшн тебя не делает счастливым человеком. Счастливым тебя делает художественная литература. Ты становишься счастливее, когда встречаешь такого же повернутого человека, как и ты, который тоже прочитал все книги по вселенной Дюны, и вы встречаетесь где-то на тусовке, и ты такой: ты прочитал все 6 книг по вселенной Дюны? И он такой: вообще-то, с учетом книг, которые написали потомки Фрэнка Герберта, этих книг около 20. Да я тебе просто проверял, да я понял, и вы сосетесь. Вот это... Это счастье. Вообще, мне кажется, что у нас вся эта херня во многом из-за того, что у нас в целом язык бедных людей, он заточен на бедность. Я имею в виду, я недавно задумался о том, что в русском языке нет понятного, привычного слова для 4-комнатной квартиры. Типа однушка — очень привычное слово, двушка тоже нормально. От слова трешка уже бабочки в животе. Четырешка — это что-то из чешского языка. Это вообще непонятно. Я не хочу жаловаться. У меня бывают финансовые успехи. Например, в прошлом году я себе купил кровать. Я рад, что понимающий зал. Спасибо. Для меня это очень важное событие, потому что это была моя первая в жизни собственная кровать. Я до этого никогда не было своей кровати. Я в родном доме спал на диване, потом уехал учиться в институт, и там вообще плохо стало. Там был матрас для плавания, там было кресло. И не кресло-кровать, а, кресло, понимаете? И только в прошлом году у меня появилась своя кровать, я был очень рад, потому что, если честно, я очень боялся, что я умру на диване. Знаете, есть выражение «лежать на смертном одре». Ты же себе представляешь красивую кровать с балдахином, на которой умирает красивый, богатый человек, вокруг его богатые родственники. Я боялся, что мое на смертном одре будет на разложенном диване. Знаете, это дерьмо из ДСП разложенное, где сверху болт торчит какой-то. Вот на нем лежу я, умираю, вокруг мои не очень богатые родственники, все расстроены. Я наконец-то умираю, они плачут, потому что где-то подо мной пульт остался. Вот эта ситуация. Вообще, как по мне, диваны играют слишком важную роль в нашей культуре. Я люблю смотреть американское кино, и там часто бывает сцена, где муж как-то накосячил, и жена говорит: ты наказан, ты сегодня ночуешь на диване. И я мысленно ставлю на их место российскую пару, и муж говорит: так ты тоже ночуешь на диване. Ты забыла, мы нищие, у нас больше никакой мебели, так что я ночую на диване, ты ночуешь на диване, и какое-то время дед ночует на диване. Давай соберись немножко. Мне вообще нравится смотреть американское кино, американские сериалы, где показывают бедность и сравнивать это с российской бедностью. Я, например, раньше обожал сериал «Во все тяжкие». Это был мой любимый сериал, но уже в эмиграции попытался его пересмотреть и не смог, потому что первая серия «Во все тяжкие» целиком про то, что Уолтер Уайт очень бедный, и надо ему сопереживать. Но я сейчас настолько беднее Уолтера Уайта, что я не сопереживаю, я постоянно злюсь. Я смотрю первую серию «Во все тяжкие» и думаю: серьезно, Уолтер Уайт, тебе не нравится твой дом? Слишком маленький бассейн. И всего 2 машины на семью, сучара. Ты заслуживаешь рак, Уолтер Уайт, ясно? Ладно, я еще до переезда злился на Уолтера Уайта, потому что у меня была ипотека в Москве. Уже хороший повод злиться на Уолтера Уайта. Я в целом нормально справлялся с ипотекой. Одна вещь угнетала в моей ипотеке — это график платежей. Потому что я когда взял ипотеку, заглянул в конец, обожаю спойлеры, и оказалось, что я должен был полностью выплатить ипотеку 3 мая 2041 года. 2041 год. Если вас тоже воспитывал видеомагнитофон, у вас есть ожидания 2041 года. Летающие машины, роботы, телепорты. И планировалось, что в этом киберпанке я полностью выплачу ипотеку за квартиру в доме 65-го года постройки. Я с первого дня ипотеки знал, что у меня дома не будет телепорта.
Я максимум могу на 9 этаже прыгнуть в мусоропровод. И то ничего не получится, потому что на 5 этаже какая-то падла коробку от пиццы вставила. Я вообще постоянно думаю о том, какое будет будущее в России. Оно 100% будет, но просто не такое, как в фильмах. Оно будет просто немножко с русской спецификой. Я еще до отъезда из России видел российский киберпанк. Я весь январь 2022 года выступал в одном баре в Москве, который находится рядом с офисом Яндекса. И я видел, что Яндекс тестировал беспилотных роботов на улицах Москвы в спальном районе. Там одновременно роботы едут в будущее, и люди в пятерочку идут. Это прям одно место. Я однажды вечером шел на выступление, был зимний вечер, навалило много снега, и передо мной по тротуару ехал беспилотный робот, и следом за ним шел мужик с пакетом. И в какой-то момент робот застрял в снегу, и мужик с пакетом догнал робота и просто уебал по нему ногой. И робот выехал из снега и поехал дальше. И я иду за ними следом, смотрю, и как будто никто не обратил внимания. А как по мне, вообще произошло судьбоносное событие в истории человечества. Мне кажется, робот поехал дальше и про себя подумал, когда мы захватим планету, этого мужика надо будет пощадить. Мужик пошел дальше и подумал, нахера я это сделал? 100 пудов там была медь. Мне еще иногда кажется, что мы часто не заслуживаем быть богатыми, потому что мы иногда очень безалаберно относимся к деньгам. Я после института полгода работал в колл-центре банка, говорил людям, сколько они должны по кредиту. И я заодно провел мини-исследование, 0% людей знают свое кодовое слово. То слово, которое люди своей рукой пишут в договоре, они его через 3 секунды нахуй забывают, потом пытаются звонить, что-то выяснять. Я когда устроился в банк, у нас был тренинг на целый день. Нам объясняли, что нельзя разглашать банковскую тайну. Каждого звонящего надо проверять, но кодовое слово можно подсказывать. Я говорю, но ведь это нарушение банковской тайны. И они говорят, блядь, ну удачи тогда. И я сдался через 2 часа. Через 2 часа, и как и все остальные операторы, стал говорить, возможно, кодовое слово — это девичья фамилия вашей матери. Я не знаю. Ну как звали женщину, которая привела вас в этот мир? Я не помню. Ну кем она была до того, как стала бытовой рабыней для тебя и твоего отца? Бля, лучше бы микрокредит взял. И они кладут трубку. И за все время был один человек, который уверенно назвал свое кодовое слово. Он позвонил из какого-то очень тихого места. И я говорю, ваше кодовое слово? Он говорит, АННРБ. Я говорю, ваш долг 37 тысяч рублей. Он положил трубку, я сразу загуглил, потому что я понятия не имел, что такое АННРБ. Оказалось, что АННРБ — это был такой секретный нацистский оккультный проект, который, кроме прочего, создавал секретного нацистского оккультного суперсолдата. Я просто охренел. Я в ту же секунду придумал рекламу банка, в котором я работал. Представьте себе ночь, гроза, немецкий замок. Внутри замка лаборатория, по ней ходит всклокоченный седой профессор немецкий и приговаривает, для создания секретного нацистского суперсолдата нам не хватает 37 тысяч рублей. Банк «Ренессанс Кредит». Кредиты на любые нужды. Я вообще из очень бедной семьи, но я долгое время вообще не переживал из-за того, что мы бедные, пока не начал себя сравнивать с другими. Однажды на физкультуре увидел чувака в прикольной футболке с Дональдом Даком. Подошел к нему, говорю, клевая футболка. Он говорит, да, это мы летом с родителями ездили в Диснейленд. В какой нахуй Диснейленд? Он что, существует? Я думал, что это выдуманное место, как и все, что я смотрю утром в воскресенье по Первому. Дисней-клуб, слово пастыря, умники и умницы, это же все не настоящее. Но я имею в виду Дональд Дак, бог поступления в МГИМО, этого ничего не может быть. И с этого момента я стал переживать, что мы бедные. Ты это очень сильно чувствуешь, когда ты маленький идешь в гости, и в гостях идешь в туалет, и смотришь, как у них в туалете клевый кафель, там, где у вас дома календарь.
Моя родня нашу нищету прикрывала календарем. У нас каждый год был календарь с новым котенком. Постоянно были котята. В конце 90-х появился Путин. Был Путин, Медведев, Путин. Потом приняли пенсионную реформу и вернулись коты. Вот что произошло. Я недавно звонил домой, и они говорят, что они не выбрасывают эти календари вообще никогда. Они где-то на балконе лежат стопкой в хронологическом порядке. И я теперь мечтаю, чтобы через 1000 лет нашу квартиру откопали археологи. Нашли эти календари и такие: так. Россию управляла могущественная раса котов. На 20 лет отдали власть каким-то долбоебам, но потом снова коты. Еще у меня мышление нищего человека. Вот что я про себя понял. Я в позапрошлом году ехал перед Новым годом в метро, и мне моя жена написала в Телеграм, типа: скоро Новый год, давай планировать расходы, что ты хочешь в подарок на Новый год. Это вот эта стадия отношений, где сюрпризы нахуй пошли, где вы все вместе решаете. И я вдруг понял, что я ничего не хочу. Я никогда в жизни не получал того, что я хочу. Я отвык что-то хотеть, чтобы не было больно. Мне ничего не нужно, но надо быстро выбрать что-то. Поэтому я открываю Google и вбиваю, что подарить мужу на Новый год. Какое-то время сижу на этом сайте с ножами, выбираю себе мужской подарок. И вдруг понимаю, что все это время, пока я это делаю, рядом сидит какой-то мужик и палит, что я гуглю. А я еще в России, я сейчас, возможно, не выйду из вагона. Мне надо как-то пояснить. Я поворачиваюсь, а у него такое понимающее лицо, он такой... Типа, вроде гей, а проблемы те же, да? Как-то видел в Твиттере шутку. Чувак написал: посоветуйте стендап-комика, у него еще депрессия. И прикол этой шутки в том, что под это определение вообще все комики подходят, у всех какие-то проблемы. Но я зашел в ответы к этой шутке, и под ней человек 10 подряд отметило меня. Я подумал: у меня репутация есть. Прикольно. У меня в голове, как в бойцовском клубе, стали восстанавливаться события. Я стал понимать, что я всегда был депрессивным комиком, у меня всегда была депрессивная аудитория. Я вспомнил, я однажды выступал в Воронеже, и в первом ряду сидела девушка, которая целый час вообще не смеялась, но она очень эмоционально реагировала на все, что я говорю. Типа я говорю, мол, редко дарю жене цветы, и она такая... Думаю, господи, подхожу к ней после концерта и говорю: слушай, если тебе настолько не понравилось, давай я верну деньги за билет. Она говорит: нет, ты что, мне очень понравилось. Я просто на антидепрессантах и бухая. Я думаю: вот моя аудитория. Я так избегал канала ТНТ, чтобы не выступать для пьяных людей. А по факту просто антидепрессанты добавились. Вот моя аудитория. Я еще однажды выступал несколько лет назад в Красноярске, и у меня тогда была старая шутка про то, что я думаю о самоубийстве с 13 лет. Не знаю, откуда у меня депрессивная аудитория. И после концерта люди подходят сфотографироваться, и подходит пара, и пока парень что-то настраивает камеру, девушка становится рядом со мной, она чуть выше меня. Она ко мне наклоняется и очень тихо говорит на ухо: а я думаю о самоубийстве с 8 лет. И они фоткаются, уходят, а я просто 6 часов лечу домой с этой информацией. У меня у самого бывают какие-то депрессивные эпизоды, но я очень боюсь обращаться за помощью. Я боюсь, что мне тоже назначат антидепрессанты, и я забью хер на все. Я себя знаю, если есть легкое решение проблемы, всегда выберу легкое решение. У меня уже была зависимость от препаратов, от капель в нос. Но я из бедной семьи, поэтому у меня был нафтизин. Самое дешевое химическое дерьмо, которое не лечит то, что у тебя в носу, оно сжигает то, что у тебя в носу. Я себе реально сжег слизистую носа за те годы, что капал нафтизин. Однажды рассказал об этом другу, он работал на телевидении тогда, и он говорит: а хочешь сплетню? Я говорю: давай. Он говорит: Григорий Лепс сжег себе слизистую кокаином.
Я говорю, вау, у нас один результат, но дорожки разные к этому, конечно. Я подумал, я бы тоже хотел сжечь слизистую кокаином. Это так клево звучит. Нафтизин не так клево звучит. Я ни разу не было, что я закапал нафтизин, и такой, самый лучший день, вообще ни разу. Каждый раз очень средний день после нафтизина. И я слез с нафтизина самостоятельно, потому что тебе в этом никто никогда не поможет. Я имею в виду, ты никого не впечатлишь своей историей зависимости. Ты никогда не скажешь, я ради нафтизина вынес хату. Тебе скажут, ты что, ебанутый, что ли? Он 7 рублей стоит, сколько ты капаешь? И нет групп поддержки для слезающих с нафтизина. Я уверен, они когда-то были, но их сразу закрыли, потому что это было слишком смешно. Я представляю, как я выхожу на трибуну перед сотней людей и говорю, всем привет, меня зовут Денис. И я нафтизинщик. И 100 человек такие, привет, Денис. У меня в целом сейчас все более-менее нормально в плане ментального здоровья, но я в последнее время стал читать много статей по психологии и понял, что в 20 лет у меня была серьезная депрессия, которую я не заметил. И 2 моих лучших друга, с которыми 3 года снимал квартиру, ее тоже не заметили. Потому что, наверное, в целом тяжело определить депрессию у 20-летнего чувака. Потому что если 20-летний чувак постоянно сидит перед компом с пивом и смотрит Тарковского, у него или депрессия, или он просто хуило выпендрежное. Это 2 варианта. И мои лучшие друзья такие, 2-й вариант. Хотя, конечно, нельзя ничего определять по симптомам из интернета, это всегда противоречивая информация. В одной статье написано, что если тебе тяжело засыпать по ночам, это симптом депрессии. 2-я статья говорит, что если ты слишком много спишь, это симптом депрессии. Получается, у всех депрессия. Кроме очень маленького процента людей, которые спят ровно 8 часов в сутки, просыпаются на рассвете, свежие, отдохнувшие. Вот у этих людей ОКР. Им тоже нужна помощь. Единственный надежный симптом, который я видел, это потребление еды и алкоголя. Если человек переедает и пьет много алкоголя, это явно симптом депрессии. И я про это мало думал, но потом мне владельцы всех клубов, где я выступал, стали говорить, Денис, у тебя хорошая аудитория, они много заказывают. Да, просто хорошие люди. Я недавно нашел клевый научный сайт со статьями по психологии. Я научился определять достоверность научных сайтов, и я могу вас научить этому. Достоверный, правдивый научный сайт всегда хуевый. У настоящих ученых никогда нет денег на нормального дизайнера, поэтому их сайты всегда выглядят как кусок говна. Если у сайта меню слева внизу, это надежный научный сайт. Я однажды сидел на таком сайте и прочитал статью о том, что явным симптомом депрессии является self-harm, нанесение себе повреждений. Я читаю и думаю, Господи, какая жесть, хорошо, что у меня такого никогда не было. Я вспомнил, что в 20 лет у меня был и такой эпизод, что в 20 лет я себе однажды начал царапать руки гвоздем, который нашел в диване. Это тоже симптом депрессии. Если у вас в диване гвоздь, то что-то не так идет в вашей жизни. Я себе стал делать маленькие царапины на руках, потому что это легкая боль, отвлекает внимание от внутренней боли, это помогает ненадолго. Но я уже тогда был комиком, мне быстро стало скучно просто черточки рисовать. Мне захотелось прикола. Я однажды взял гвоздь и у себя на руке нацарапал большой член. Я играл в КВН, это был мой уровень юмора. Нацарапал член, такой очень схематичный, как около Пушкина в учебниках рисуют. И мне казалось, что если ты повреждаешь только верхний слой кожи, то это незаметно издали. Поэтому в тот день я пошел на собеседование.
Я сижу с сотрудницей отдела кадров, рассказываю ей, какой я молодец. Что на самом деле происходит? Когда ты повреждаешь верхний слой кожи, к этому месту очень сильно приливает кровь, и оно краснеет. И поэтому в какой-то момент я говорю, ну, мое главное качество – это, конечно, стрессоустойчивость. И женщина видит у меня на руке огромный красный уродливый член. Меня взяли на работу. Вот что произошло. Потому что, видимо, в сфере обслуживания такие люди и нужны. Знаете, которые однажды не придут за зарплатой. Я долгое время думал, что если со мной вся эта херня происходит, я никогда не буду счастливым человеком, потому что во мне что-то сломано. Но незадолго до отъезда из России я услышал одну мысль, очень глубокую мысль, которая до сих пор, она мне очень помогает жить. И человек явно не планировал сказать ничего глубокого. Это я решил так это воспринять. Моя жена до отъезда ходила в Москве на йогу, я ее иногда встречал после тренировок. И однажды она спускается со своей наставницей, и они болтают по дороге, и моя жена говорит, блин, поскорее бы перестало быть больно при растяжке. Наставница говорит, всегда будет больно. Как? Независимо от твоего уровня, тебе всегда будет больно. Просто со временем ты научишься с этим жить. Тебе всегда будет больно, но ты научишься с этим жить. И они идут и болтают дальше. Я стою рядом, и я такой, охуеть! Это такая мудрая мысль, что я и буду заканчивать концерты. Большое спасибо, что пришли. Я надеюсь, вы счастливы. Пока, ребята!